Всем привет, с вами Арсум. Разумеется, старт игры прошел не гладко, а у новичков есть много и много вопросов. У ветеранов их еще не меньше. Честно, даже не знаю, с чего начать, но думаю, по тайм-кодам вы более-менее сориентируетесь. Для ветеранов, если вы перенесли свой аккаунт и у вас возникли проблемы, в особенности со свитками, обратитесь, пожалуйста, в техподдержку. Вам потребуется, скорее всего, ваш ID. Найти его можно тут, вот на экране. Вот я вам сейчас покажу как раз. По поводу магазина, все жаловались на то, что он не работает. И вот буквально недавно он заработал. Это отличная новость для тех, кто хочет внести какую-то копеечку. Для free-to-play это абсолютно бесполезная, конечно, новость. Но, увы, это один из самых популярных вопросов. Раньше люди могли его использовать через VPN, и то не все. Но если у кого-то вдруг он не открывается, не работает, возможно, вам пригодится какой-нибудь VPN. Причем это сам разработчик так и пишет. Его используйте. Но, сами понимаете, законы страны РФ, да, очень сильно сейчас ударили по этой теме. Так что смотрите сами. Более того, сервис BuffBuff действительно лагает. Действительно, у него есть какие-то определенные проблемы. Поэтому там возможны задержки. Причем большие. Может случиться так, что, например, одна покупка дошла, а вторая нет. Таких случаев много. Либо ждите, либо обращайтесь в техподдержку. У них уже получается на сайте. На данный момент известны вот эти промокоды. Для тех, кто не знает, куда их вводить, то вот сюда. Если вы видели какие-то особые промокоды от блогеров, то вводить их нужно вот сюда. Но я на эту тему сделал особый ролик, важный, потому что это не просто поддержка для блогера. Очень советую посмотреть ролик целиком, посмотреть не потому, что мне нужны просмотры, а для вашего просвещения, почему и как это работает. И также там поясняются какие-то подводные камни. Но те, кто пробовал вводить, они наверняка уже наткнулись на различные ошибки. Во-первых, вначале обещали по 5 гелиолитов, а теперь, короче, там 50 кристаллов. Ну, на самом деле, так и планировалось, 50 кристаллов давать. На, серьезно, ты не верил? Во-вторых, те, кто вводит это на сайте, у них мог, например, сайт уехать в сторону, и ничего нельзя было разглядеть, увидеть. На телефоне, если это случается, то нужно перейти в компьютерный режим, и это поможет. А если вы заходите через компьютер, то сделать нужно наоборот, перейти в мобильную версию. Или растянуть, получается, ваш экран так, как будто это телефон, понимаете? У них просто сайт такой дерьмовый, так что не судите их строго, как говорится. Боже, на самом деле, кто им делал сайт такой? Он ужасный, он не адаптируется ни под телефоны, ни под компьютеры. Еще, говорят, это исправили, и, возможно, это уже работает нормально. Но если есть такие ошибки, вот попробуйте такие фичи применять. Также нередки были ошибки самого ввода. Вам просто не выпадал список вашего персонажа, который хочет проголосовать. Вот тут уже на самом деле сущий рандом. Например, если вы проходите по ссылке из игры, то может либо быть нормально все, либо возникнет какая-нибудь ошибка. И причем такая вещь очень нередко случалась. То есть я нажимаю сюда, у меня нету списка. Ну просто я не могу ничего выбрать. Но если я прохожу по ссылке, которая, кстати, будет в описании, то в таком случае все будет у меня нормально. И почему-то это работает. Но не у всех. Как именно это все в действительности фигурирует, я не знаю. Разработчики тоже еще пока не могут ответить на этот вопрос. Возможно, уже к этому времени починят. Также в новости, кстати, говорилось, что максимальный уровень ввода был 49, но сейчас есть информация о том, что 59 уровни тоже смогли его ввести. Но не факт, что это зачалось блогеру. Тут я не могу точно сказать. Само собой, код поддержки меня я оставлю тоже внизу, если это вам интересно. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. И если вы столкнетесь в установке с черным экраном, то это проблема либо со старой версией, вы пытались наложить на него новую версию игры, либо с установкой, либо с логами файлов. Рекомендую для начала полностью удалить все, что связано с игрой, а потом скачать заново. Если это не помогло, то нужно удалить логи игры. Оставлю ссылку на пост в описании в комментариях. Что по поводу пророческих круток в 250 штук. Там очень все сложно. Однако, когда я делал гайд, я упустил очень важную деталь. Во-первых, да, ту последовательность, что вы сохранили в ивенте, она важна. Но если вы открутили, допустим, 30 круток, забрали своих нужных легендарных героев, да, и вам там осталось еще 70, то обычный баннер вы больше крутить не сможете. По крайней мере, до конца окончания ивента. А я говорил вам, не торопитесь, подождите с этим вводом. Вот так вот. Ладно, это все на самом деле не так страшно для ветеранов, но да, для новичков, конечно, не очень хорошая новость. В этом же ивенте есть еще один внутренний ивент. Они просто не могут получить награды. Во-первых, наверное, потому что они привязаны к другому аккаунту.
а ваш новый код, который вы взяли в другом месте, не бустился, например, за какие-то моменты. Честно, я без понятия, что с этим делать, и решения у меня, честно, нету. Только фраза, что разработчики знают о проблеме и решают ее, может, к моменту выхода видео это уже пофиксит. Честно, я без понятия. Если кто-то в курсе о решении, можете написать в комментариях, я буду только рад, если вы поможете всем остальным. Еще разработчики зачем-то решили поменять характеристику просвещенность на мастерство. Если вы задавались уже этим вопросом, то знаете, что это одно и то же. Однако они забыли поменять описание героев, которые используют дополнительный урон, что зависит от просвещенности. А должно на самом деле писаться, что от мастерства. Ладно, и так сойдет. С одной стороны, да, это звучит лучше, чем просвещение, и более яснее, что ли, особенно для новичков. Для нас, ветеранов, это, наверное, больше как ножом по горлу звучит, да? Мы уже привыкли, что у него есть одно название, и теперь меняется, ну как-то для нас глуповато. Ну вот если бы было наоборот, да, что всегда было мастерство, а теперь решили переименовать просвещенность, то, думаю, все бы возмутились и сказали, вы что, того что ли? На английском, кстати, это тоже изменили. Разумеется, вопросов еще очень много, о многом стоит поговорить, но сколько я не просил народ помочь с этим, никто особо не шевелится и не торопится помочь, да? Поэтому, если у вас есть что-то полезное, что пригодится, то готов это услышать, можете в комментариях написать, заодно закреплю очень полезный комментарий. Обязательно читайте закреп в моем телеграме, там есть много что вам поможет, например, карта сундуков или список новых промокодов. А на этом, пожалуй, у меня все. Если видео оказалось полезным, жду от вас лайка. А чтобы не пропустить полезную информацию об игре, то подписка. Так вы, кстати, еще и мне поможете развить страничку. Также можете заглядывать на мой Twitch канал, где я регулярно даю свои стримы и по ДХ. Их будет очень много и часто. Приоритетно где-то вечером после 6, 7, 8 часов по МСК. Все нужные ссылки внизу в видео. И хочу пожелать вам удачных круток. И до скорой встречи в следующем ролике или стриме. Пока! Подписку нажми и лайк замути, и Асум будет всегда с тобой. Над видосом поржи, с мемов орни, взгляни на мир с другой стороны. Подписка и лайк, я антик любой, Асум ждет тебя, друг мой.